У меня вот ощущение ужаса, оно просто нарастало с каждым днем. Потому что за неделю появились люди с чудовищной позицией для меня. За неделю было непонятно, кто куда, за кем придет, что скажет, как отреагируют соседи. И стало страшно именно этого. Стало страшно вот этого общества, в котором я себя обнаружила. Зовут меня Мария Рапопорт. Я по образованию филолог, по профессии галерист. Я 23 года занимаюсь арт-бизнесом из Москвы, из России. Хобби у меня – это автопутешествие. Мы с семьей проехали более 50 стран. Ну, как бы вот если так коротко, то все. В тот момент все уже чего-то ждали такого. Непонятно чего, нехорошего. Во всяком случае, в нашем кругу. Дело в том, что сын мой старший уже на тот момент был год как в политической миграции. Он оппозиционер, занимался активно оппозиционной деятельностью. И поэтому весь предыдущий год он тоже был достаточно напряженным. Поэтому мы активно все следили за всякими разными декабрьскими заявлениями о том, что НАТО должно там что-то как-то ответить на ультиматум России. Следили за скоплением российских войск на российско-украинской границе. Но никто не хотел верить. Когда 24-го с утра мы проснулись на даче у друзей в Подмосковье, были детские каникулы в школе у младшей дочери, и мы на несколько дней уехали к ним, то все за завтраком собрались с телефонами, с новостями, и просто мы не могли поверить, что оно все-таки произошло. Конечно, никто не предполагал, в каком масштабе это все будет. Были смутные ощущения, что пойдут освобождать ДНР и ЛНР, и что это будет какая-то условно-локальная война, как тогда это было принято называть. Но что вот так, конечно, такого ощущения не было. В какой-то момент мы вышли погулять, у меня есть даже несколько фотографий этого прекрасного солнечного дня, потому что это было невозможно ни разговаривать, ни читать, ни понимать. Вечером у меня прошел аукцион, и, надо сказать, очень успешно. И к ночи мы уже начали обсуждать, а что же дальше. Ну, это был шок, конечно, это был шок. Я им очень горжусь. И я считаю, что вот такие, как он, это единственная надежда. Другой надежды у меня нет. Но мне все равно страшно, как матери. И за него, и за всю их борьбу. Еще у меня есть младшая дочь, и за нее тоже. А что еще о нем рассказать? Он крутой, бесстрашный. На него сейчас открыто уголовное дело по вот этой статье за фейки. Иногда мне кажется, что он как бы даже не живет, а играет в какую-то компьютерную игру, потому что относиться так бесстрашно, когда на тебя заведено уголовное дело, но для меня это как-то безрассудно в некотором смысле. Но я знаю, что он не один такой. У них классная команда и много таких. Но он живет за границей, и поэтому мне не так страшно, как за тех, которые пытаются делать что-то похожее в России. Они пытаются. И эти люди просто сумасшедшие, в хорошем смысле слова. И я восхищаюсь ими. Всем привет! Немного необычная локация сегодня, я в поездке. Но, тем не менее, это не помешает нам с вами ознакомиться со свежими данными по идущей войне. Когда началась война, он первый мне сказал: мама, уезжай. Но я и сама не могла оставаться, не только поэтому. Я дочь забрала из школы, вот 24-й, это был четверг, она сходила в пятницу в школу, пришла домой в ужасе, какие там между детьми разговоры. И в понедельник я пошла и написала заявление на заочное обучение своего ребенка. Я поняла, что в такую школу я ребенка своего не отпущу, хотя педагоги были все абсолютно нормальные. Еще не было вот этой вот Z-истерии. Не было закона, по которому сажали всех, кто не согласен и кто против войны. Но разговоры, и понятно, что это было из семей. И очень быстро пришло осознание, что я в какой-то другой стране живу. Что все это время, все свои там 40 с лишним лет, я просто не замечала, в какой я стране живу. Потому что у меня был какой-то нормальный круг. И мы очень много ездили по другим странам. У меня очень много друзей во всех странах мира. В четверг и в пятницу мы писали посты, что это ужасно. И как только отошли от первого шока, и у меня было ощущение, что все против войны. Но буквально через 2 дня оказалось, что вот вообще-то не все. А потом началось. И за 1 неделю уничтожили все остававшиеся СМИ, которые были разрешены. И ввели закон против всех, кто понял, что произошло.
Еще до вот этого вот безумия, когда люди начали говорить, что не все так однозначно. И мы купили билеты уехать то ли 28, то ли 29 числа. И пока я заканчивала дела вот неделю в Москве, у меня вот ощущение ужаса, оно просто нарастало с каждым днем. Потому что за неделю появились люди с чудовищной позицией для меня. За неделю было непонятно, кто куда, за кем придет, что скажет, как отреагируют соседи. И стало страшно именно этого. Стало страшно вот этого общества, в котором я себя обнаружила. Первое, это, конечно, чудовищная пропаганда. Потому что не зря же выключили вообще все альтернативные СМИ, даже Facebook с Инстаграмом заблокировали, чтобы не было легкого доступа к альтернативной информации. Когда у тебя 24/7 из телевизора, на людей, которые к этому телевизору пристрастны, а таких большинство, естественно, в силу разных причин. И в силу социальных, и не только возрастных, как сейчас говорят, там вот только это возрастные. Нет, не факт. Молодежь тоже. Вторая причина, я думаю, это страх. Я помню, как мне было страшно в день, когда объявили этот закон. И все наши посты в фейсбуках против войны начали удаляться. Я тоже закрыла свой аккаунт, честно. Ну, реально страшно, потому что в нашем государстве, где закон как бы есть, но его на практике нет, и уж я точно знала, как он применяется по окружению своего сына, и не только по его окружению. Все ужасно боятся. Боятся тюрьмы. Я не очень понимаю, когда боятся потерять там должность какую-то, да, вот когда появилось там письмо ректоров университетов за Путина, у меня был абсолютный шок, потому что, ну уж люди культуры, они ответственны, они вот больше всех ответственны за то, что они говорят, как минимум. За то, что не говорят, это другая история, а за то, что говорят, да. Надо отвечать. И вот такие люди, они все 200 человек подписали. Что им грозило, если они не подпишут? Что их уволят с работы? Так им надо было самим уйти. Они боятся, что их уволят с работы. А как еще? А остальные, типа, не хочу видеть, ничего не хочу. Потому что если признать, что ты живешь в государстве, которое напало на другое государство, убивает, насилует, бомбит города, и что ты часть этого государства, это очень страшно. Это реально очень страшно признать, что ты вот относишься к гражданину этого государства. Что, как это вообще? Это сложный комплекс чувств. Я не разделяю тут ответственность, вину. Да, мы все виноваты, и обычные тоже. Вот сегодня очень хорошо одна украинская мне незнакомая женщина, девушка, даже не знаю, написала пост вот именно про это. И такую хорошую аллегорию привела, что вот у тебя хороший дом, потом пришел маньяк-убийца, все там расфигачил, изнасиловал, убил. А вся его семья, дети, жена там и так далее, говорят, а мы здесь при чем, а мы здесь ни при чем. Но вы жили с этим маньяком-убийцей всю свою жизнь. И что-то как-то не замечали, что он маньяк-убийца. Вы прошляпили, вы проглядели. И в этом вина. Вот и все. И да, мы проглядели. Я боюсь, что Россия выиграет в этой войне, и Путин останется у власти. Этого я боюсь больше всего. Вся история России подсказывает, что она постоянно наступает на одни и те же грабли. Ей даются шансы, вот такие вот, маленькие, на месяц, два, на год. У нас был шанс в 91-м. У меня папа был защитником Белого дома нашего. Вот сейчас вспоминаю плохие 90-е. Да, было ужасно тяжело. Материально. Я в 93-м году родила ребенка. Это было, я вам скажу, непросто. Но гуманитарная среда была вот... Я была студенткой филфака МГУ. Нам стали доступны книги, открылись границы. Мы увидели мир. Мы поняли, что такое демократия. Мы поняли, что так, как жить нормально, да? Когда ты можешь выйти и высказать свое мнение. Я была на митингах. Мы не боялись, что человек в скафандре двинет тебе по башке, потом отвезет тебя в кутузку и начнет там пытать и насиловать. У нас этого не было, потому что все как-то куда-то... Была надежда и не было страха вообще. А что будет с Россией, я не знаю. Я не знаю. Мой сын верит, что наступит прекрасная Россия будущего. И то, что он, и его команда, и другие, как они приближают ее. И я в них верю. Но не верю, что это будет очень скоро.